Близится весна. Весной в Азербайджане и во многих других республиках готовят сладости, потому что наступает Навруз, Восточный Новый год. И какой Новый год без сладостей, без угощений? Я сегодня хочу приготовить, пожалуй, что самую знаменитую азербайджанскую сладость – пахлаву. Посмотрите, рецепт может показаться сложным, особенно тем, кто только начинает увлекаться кулинарией. На самом деле все очень просто. Что необходимо для теста? Абсолютно логичные продукты. Хорошее сдобное тесто должно содержать, во-первых, яйца. Я беру 3 яйца, 3 куриных яйца. Во-вторых, в сдобное тесто кладут не воду, кладут молоко. 120 мл молока. Щепотку соли, несмотря на то, что готовят, в общем-то, сладкий пирог с начинкой из орехов. Что, как еще иначе обозначить пахлаву? И сметаны. Столько же, сколько и молока. 120 миллилитров. Ну, в принципе, не знаю, может быть, можно было бы взять сливки. Но народный рецепт говорит, возьмите сметану. Сначала, как следует, размешаем жидкую часть теста. И потом постепенно будем добавлять муку. Муки берется 550 граммов. Значит, все эти пропорции, которые я вам называю, обратите внимание, до грамма, рассчитаны на пахлаву определенного размера. Мы об этом с вами чуть позже поговорим. О том, как менять пропорции продуктов, если вам нужно не столько пахлавы, сколько приготовлю сегодня я, либо наоборот, если вам вдруг нужно в 2 раза больше пахлавы. Значит, постепенно добавляем муку и замешиваем изрядно тугое тесто. Помимо яиц, молока и сметаны в тесто пойдет еще и масло. Но когда закладывать масло в тесто, я вам расскажу чуть попозже. Здесь есть один секрет. Немного муки оставляем на подпыл. Тесто уже начинает замешиваться, можно уменьшить обороты тестомеса. Разумеется, когда-то замешивали тесто только руками. Но если есть тестомес, поверьте мне, вкус теста зависит от качества продуктов, которые вы возьмете. Но, конечно же, не от того, там замешал это металлический крюк или руки. Попробуйте руки на вкус. Они имеют вкус? Вот тесто уже сформировалось в комок, и теперь вливаем растопленное горячее масло. Еще немного муки. Если вы замешиваете тесто руками, то вот этот прием вы вряд ли сможете применить. Тогда масло надо наливать сразу в жидкую часть теста. Но если у вас есть тестомес, вливайте масло после того, как тесто уже замешано. Да, тестомесу придется еще немного поработать, но тесто получится намного вкуснее и лучше. Посмотрите, тесто получилось просто превосходное, но теперь тесто должно дозреть в холодильнике. И вообще я вам хочу сказать, что пахлаву не готовят, когда жарко. Пахлаву готовят, когда еще прохладно. Тесто пускай охладится, и доска, на которой мы будем раскатывать тесто, и скалка, при помощи которой мы будем раскатывать тесто, тоже должны быть холодными. Пахлава – это слоеный пирог с орехами. С грецкими орехами преимущественно. Хотя кое-где готовят и с фундуком, и можно приготовить с миндалем, можно приготовить с фисташками. Смотрите сами, выбор ваш. Классика – это грецкие орехи. В Азербайджане есть очень вкусный, очень сладкий город, который называется Янджа. И там пахлаву готовят с очищенными орехами. Не то, что скорлупу с них сняли, но еще вот эту кожицу. Орехи распаривают и потом аккуратно ножичком девочки по вечерам сидят и очищают каждое ядрышко ореха, чтобы оставался идеальный белый орех. Можете себе представить такое трудолюбие? Видели, сколько теста получилось? Да, относительно немного. А вот орехов пойдет 200 кг. Сахара в начинку пойдет 300 кг, и это не последний сахар, который пойдет на пахлаву. Знаете, все эти восточные сладости, они, конечно, такие, они вот отнюдь не легкие, отнюдь не диетические. Здесь все от души. Уж если это сладость, то там будет столько сахара, чтобы это было сладко. Уж если это сладость и пахлава, то там будет столько масла, чтобы съел кусочек, выпил 2 стаканчика чая и сыт остался.
орехи положено пропустить через мясорубку. Ну, даже и крупная решетка, а видите, орехи измельчаются очень мелко. Прям вот крошка такая, примерно такого же размера, как сахарный песок. Кстати говоря, бывает сахарный песок, который вот прямо очень мелкий. Если попадется такой, покупайте именно для пахлавы. Но, разумеется, речь идет не о сахарной пудре. Слово «сахарная пудра» я знаю. Орехи перемолоты, и, казалось бы, можно смешать с сахаром, и начинка готова. Но нет. Пахлава – это Восток. На Востоке без специй ничего не готовится. Значит, кардамон. Вы знаете, что такое кардамон, да? Некоторые любят с ним заварить кофе. Найдите хороший свежий зеленый кардамон. И пересыпьте его в ступку. Сначала при помощи пестика разломайте скорлупки. Там внутри сидят семена кардамона. Именно они нам и нужны, а вот эти скорлупки придется отделить. Теперь семена кардамона необходимо растереть в пудру. Возможно, вам поможет немного сахарного песка. Вот просто добавьте его, и растирать семена станет легче. Перемешать орехи, растертый кардамон и сахарный песок до однородности, так, чтобы все распределилось равномерно. Все готово. Где доска для раскатывания теста? Где сковородка, на которой мы будем выпекать пахлаву? Тесто остыло. Доска остыла, а вот масло должно быть горячим. Топленое масло, которым сейчас необходимо смазать форму, в которой мы будем выпекать пахлаву. Вниз в основании, как видите, я масла не пожалел, так надо. Вот это тесто необходимо разделить на 11 частей. Это норма, понимаете? В принципе, тесто это достаточно мягкое, и раскатывать его будет довольно легко. Мы сначала раскатаем колбаску, а дальше уже будет легко разделить на 11 более-менее равных частей. Лишние сочни лучше сразу убрать в пакетик, чтобы тесто не сохло, иначе его будет трудно раскатывать. Ну, здесь уже, наверное, ничего рассказывать не нужно. Берем скалку и вперед, очень тонко. Необходимо растянуть тесто на весь этот лист. Подпыляйте тесто мукой, ничего страшного не произойдет. И раскатывайте, постарайтесь, чтобы тесто получилось более-менее ровным, чтобы оно смогло закрыть весь этот лист. Понимаете, в чем отличие этого теста от любого другого? Видите, как тонко оно раскаталось? Уже сквозь него видно доску, на которой мы его раскатывали. Ну а теперь аккуратненько на скалку и переносим на форму для запекания. Я взял прямоугольную форму для запекания, несмотря на то, что в Азербайджане чаще используют вот такие огромные подносы-сковородки. Называются они по-азербайджански меджмаи, 60 сантиметров в диаметре. И у меня есть на канале рецепт, отснятый прямо там, в Азербайджане, где женщина готовит в таком листе 12 килограммов пахлавы за один раз. Площадь поверхности этого листа более чем в 1,5 раза больше, чем вот эта форма. Значит, я скажу вам площадь этой формы. 0,15 квадратных метров. Если вы будете готовить на сковородке, если вы будете готовить, не знаю, на противне, который меньше размером, высчитайте его площадь, и количество ингредиентов надо будет уменьшать пропорционально. Пахлава всегда должна оставаться одной и той же толщины. Она может меняться по площади, но толщина ее должна оставаться точно такой, как у нас сегодня с вами получится. У меня вот здесь стоит тесто-раскаточная машина. В принципе, все внутренние слои можно раскатывать и на такой машинке. Просто тесто будет выходить полосками. Но вот там, внутри этого пирога, внутри пахлавы, никто не узнает, было оно раскатано полосками, либо целым листом. Очень важно, наверное, верхние пару листиков раскатать вручную и нижние пару листиков раскатать вручную. Кстати говоря, что верхние листы идут 2 слоя,
а потом начинается слой орехов, что нижние листы. И тут тоже непременно в 2 слоя. Каждый слой теста, прежде чем накладывать на него другое тесто, либо орехи, тоже непременно следует промазать маслом. Масло не жалейте, это пахлава. Растяните тесто руками, чтобы оно непременно закрыло все дно. Если даже удастся поднять это тесто на борта, то получится еще лучше. Еще один слой масла и теперь уже слой начинки. Значит, внутренних слоев с начинкой получится 8. Поэтому вот эту начинку распределяйте на 8 частей. И пахлава получится ровно такая, как надо. А то, знаете, ведь многие люди познакомились с пахлавой в Турции. Турки хорошие люди, но на пахлаве, я прямо скажу, экономят. В Азербайджане все не так. Здесь уж пахлава так пахлава. Здесь ничего не экономят. 4, 2. Вот это 1/8 часть. Распределяем, слегка утрамбовываем начинку. Она должна лежать достаточно плотно. Ну вот так. И следующий лист. Давайте проголосуем. Раскатывать ли все листы скалкой или все-таки воспользоваться тесто-раскаточной машинкой? Меня и тот, и другой вариант вполне устраивают. Начинка уже вся уложена в форму, и осталось устроить 2 верхних листа. Разумеется, между собой эти 2 листа тоже должны иметь слой топленого масла. Но это еще не все. Пахлаву следует спрессовать. Кусочки орехов должны прямо впиться в это тончайшее тесто. Все должно стать одним единым. Здесь тесто фактически играет роль арматуры, чтобы удержать вместе слои вот этого ореха, сахара, кардамона и еще кое-чего. Ведь еще понадобится и сироп, и еще топленое масло, но это уже при выпечке. О, вес есть. Минимум килограмм 5 получилось. И теперь этот верхний лист теста растянуть на весь поднос. Тесто тянется по маслу, ничего. И теперь спрессовываем. Возьмите что-то плоское. Не знаю, если будете делать в чем-нибудь круглом, значит, возьмите подходящую плоскую крышку, от чего бы то ни было, и придавливайте, прям придавливайте тесто. Я считаю не самым справедливым, что в Азербайджане пахлаву готовят преимущественно женщины. Могу сказать, что я сейчас устал немного сильнее, чем когда я готовлю, не знаю, там, плов или шашлык. Ну, то, что традиционно считается мужскими блюдами. Нет, вот здесь приходится применить и мускулатуру, и вспотеть. Ну ничего, зарядка полезна. А теперь начинается урок геометрии. Берем в руки линейку и не прорезаем тесто до конца. Нет, просто размечаем. Делаем разметку. Буквально верхние, может быть, 1-2 листа прорезаем. И так через равные промежутки. Ну вот, как получилось, так получилось. А теперь наискосок, примерно по 60 градусов. Ровно те же самые движения. Не прорезаем пока что до конца, а делаем как бы разметку теста. В Азербайджане прямо из шафрана, то есть вот из пестиков, этих тычинок крокуса, варят варенье. Разумеется, их варят в сиропе, и получается такая очень густая краска. У меня такого варенья нет сейчас, нет возможности сварить. Я растер шафран, растворил его в 1 столовой ложке горячего молока. И в это горячее молоко мы добавили 1 куриный желток. И вот этой получившейся смазкой, краской, я покрываю пахлаву. Посмотрите, как это красиво. Значит, 1 желтка и столовой ложки молока хватило, чтобы покрасить пахлаву, но нам понадобится еще сироп. Сюда в воду я положил мед, старый засахарившийся мед, но надо добавить и обычный сахар.
примерно вот так. И пусть сварится, пусть растворится. Этот сироп нам понадобится при выпечке пахлавы. А пока идите сюда. Самое интересное. Вот у меня есть очищенный миндаль. Его ошпарили, дали полежать в воде горячей, и потом сняли с него всю шелуху. И теперь вот эти миндалинки раскладываем, прилепляем. Вот это как раз яичный желток, молоко, шафран. Все сработает как клей. Прилепляем на каждый кусочек пахлавы сверху. Ну как? Красиво? А теперь прорезаем до конца. Теперь нам есть во что упереться. Держимся за миндалинки и прорезаем тесто до самого конца. Осторожно, чтобы не разрушить вот эти сегменты пахлавы. Чтобы нож не лип к тесту и к начинке, смачивайте его кончик в топленом масле. Все равно топленое масло сюда еще лить долить. Ну вот, с маслом-то режется, конечно. Вот как по маслу. Ну вот, пахлава подготовленная, можно отнести ее в духовку, чтобы выпекать. Хотя в Азербайджане, если говорить по-настоящему, пекут пахлаву на углях. Хотите посмотреть как? Загляните в описание к этому ролику, там есть ссылка. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному. Ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Первые 15, может быть, минут в духовке 150-160 градусов. А потом убавляйте вплоть до 120. И когда вот пахлава начнет румяниться, здесь самое время для второго, очень-очень важного этапа. Еще раз делаем прорез, углубляем его, аккуратненько, осторожненько, и проливаем в эти прорезы разогретое топленое масло и очень много сахарного сиропа. Все по очереди. Смотрите внимательно. И теперь те же самые действия, только проливаем уже не маслом,
сахарно-медовым сиропом. Значит, сахар и вода примерно 1 к 1, меда столько же, сколько сахара. И в то время, когда будете вот кипятить, добавьте немного лимонного сока, либо даже можно взять лимонную кислоту. В этом случае сироп не будет засахариваться. Он останется густым, но жидким. Понимаете, консистенция такая у него будет особая. Следует иметь в виду еще одно. Сахар, который содержится вместе с орехами внутри пахлавы, он ведь у нас был практически в сухом виде. И сейчас вот этот сироп, не случайно его наливают столько много, должен растворить этот сахар. И сироп в результате нагрева станет еще более густым. Вот прям как карамель. Как проверить, как узнать, готова ли пахлава, вот пока она будет настоять в духовке? Вот сейчас пахлаву трогаете сверху и чувствуется, что она внутри жидкая. Готовая пахлава становится более упругой внутри, почти что твердой. Значит, еще минут 30-40 выпекания при температуре 120-130 градусов. Разумеется, сразу после выпечки пахлаву разрезать нельзя. Ей следует дать остыть. Если время года более-менее теплое, то прямо она вот ночь должна выстоять. Ну а когда холодно, вынесли на холод, вот тебе и готова пахлава. Ну что, попробуем достать, попробуем разрезать. Очень ответственный момент, очень ответственный момент. Пожалуйста, пожалуйста, полюбуйтесь. И вот, пахлава к чаепитию готова. Приятного вам аппетита!